Доброй ночи, продолжаем разбор матча 1/8 финала Лиги Чемпионов на спортивном. Непредсказуемые товарищи из Италии принимали Валенсию. Аталанта может проиграть в серии А аутсайдеру Спалу, но сыграть удачно с Интером или Ромой, как было в последнем туре. Ребята Гасперини подходили к поединку Лиги Чемпионов с отрезком из 5 матчей без проигрышей и всего лишь с одной потерей в составе. А вот оранжевая банда, как вы помните, на своем поле сыграла с Атлетико в ничью 2-2. Я же говорил, что Аталанта непредсказуема. 4-1. Если вас также удивил данный результат, дайте знать. Ханс Хадербур, автор дубля. Голландец стал обладателем новой награды от УЕФА игрок матча. Плохи дела у летучих мышей. За последние 4 игры третий фиаско. В официальных матчах клубы пересеклись впервые. До этого была всего лишь одна товарищеская победа итальянцев 2,5 года назад. Еще один незабываемый матч состоялся в Лондоне, где прошлогодний финалист бился с дебютантом плей-офф. Вспомним, что выходные для Тоттенхэма выдались на славу. Клуб увез из Бирмингема 3 заветные очка, забив добавленное время, что позволило шпорам увеличить свою серию без проигрыша до 7 игр во всех турнирах, 5 побед и 2 ничьи. Лейпциг поглумился над Вердером, это стало для лидера немецкого футбола отдушиной, так как они попали до этого в 4-матчевую трясину без побед. Победу в этой игре отпраздновали гости, в составе которых спустя 32 дня наконец-то сумел забить Вернер. У команд были шансы изменить счет, но игра завершилась 0-1. Это не такой страшный счет, как был в предыдущей игре, так что Мауриньо, который провел 150-ю игру в Лиге Чемпионов, имеет шансы поквитаться с самым молодым наставником в истории плей-офф Нагельсманом. Ранее эти клубы никогда не виделись ни в официальных матчах, ни в товарищеских. Напомним, что во вторник Боруссия принимала лидера французского футбола, который пожаловал в Дортмунд с длительной беспроигрышной серией. Перед очной игрой ПСЖ свел свою игру с Амьеном в ничью 4-4, хотя уступал по ходу матча 0-3, а Боруссия спустя 6 лет вновь одолела Айнтрахт с крупным счетом 4-0. Главное открытие этого сезона — Эрлинг Холланд вышел в составе черно-желтых, так как попал в дозаявку, сделал дубль и принес победу шмелям со счетом 2-1. Знаете ли вы, что у норвежца за последние 30 дней уже 11 голов? Удачное усиление Боруссии. Итак, парижане прервали свою удивительную серию, которая длилась 3,5 месяца. Дортмундцы не уступают на своем поле во всех розыгрышах на протяжении 8,5 месяцев. Как же так можно на своем поле не уступать такое длительное время? Кто смотрел обзор Азиатской Лиги Чемпионов, так вот, там команда дома не проигрывает ровно год. Наши клубы виделись до этого всего лишь 2 раза. Оба матча 2010 года закончились в ничью. Ответная игра состоится 11 марта в Париже. Переходим к следующей встрече: Атлетико-Ливерпуль. Красные мчатся к своему долгожданному английскому чемпионству, развив скорость до 43 туров без поражений. Как мы помним, в последнем туре лидер английской лиги с минимальным счетом переиграл худшую команду АПЛ Норвич 1-0, а Атлетико в Валенсии, вынуждены опять это повторить, сыграл в ничью 2-2. У команды Симеона, как и у Боруссии, дома настоящая крепость. За этот сезон только одно поражение от каталонцев. Клуб продлевает свой успешный домашний поход, выиграв в привычном стиле с разницей в 1 гол. Герой игры Сауль, игрок, забил уже в Лиге Чемпионов свой 5-й мяч. Клоповцы до этого не знали поражений 2 месяца после вылета из Кубка Лиги от Астон Виллы 0-5. Правда, там они играли не основным составом. История личных встреч насчитывает уже 7 игр. Впереди испанцы 4 победы, у англичан 1. Также вечером 11 марта повторный поединок, который состоится уже в Англии. Давайте ради интереса прикинем, кто на данный момент выходит в четвертьфинал. Атлетико пошатнул позиции Ливерпуля на защиту титула. Вместе с испанцами сейчас выходит онлайн Боруссия. Аталанта и Лейпциг составили еще одну пару счастливчиков. Ждем теперь ответные игры. Пора уже посмотреть изменения в списке лучших бомбардиров и расписание оставшихся пар. Холланд отправил в ворота соперников уже 10 голов. Норвежец — первый футболист в Лиге Чемпионов, кому удавалось выступить за разные клубы и отличиться за них в одном сезоне. У Левандовски также 10 мячей, у Кейна 6. А есть ли изменения в списке лучших ассистентов? У Толесо из Баварии имеется 5 голевых пасов, у Зиша из Аякса, Фермина из Ливерпуля и у Мореза из Манчестера Сити по 4 результативные передачи. На следующей неделе, 25 февраля, Челси будет противостоять Баварии, а Наполи будет защищаться в игре с Барсой. 26 февраля завершатся первые матчи 1/8 финала. Реал, Манчестер Сити и Лион встретятся с Ювентусом. Слышь, братан, ты забыл кое-что поставить под этим роликом и еще забыл узнать десятку самых титулованных тренеров этого турнира. Услышимся на спортивном уже завтра.